Друзья, здравствуйте! У нас первый день турнира StarLadder, 12 сезон, финалы. И у нас интервью с уже тренером команды Na'Vi Сергеем Мищуком, известным также как Старик. Серега, привет! Привет. Мало того, что я тренер, я еще и менеджер и аналитик. Собственно, это одна из основных тем данного интервью. Можешь вот рассказать, как ты пришел к этому шагу и легко ли оно тебе далось? Но учитывая того, что я практически всю жизнь, допустим, с 16 лет играю в Counter-Strike, для меня это далось не совсем легко и неожиданно для меня. Для меня тоже был, скажем так, стресс. У меня был небольшой после всего то, что произошло, но я понял, что в любом случае я не смогу играть вечно. Как бы мне этого не хотелось, но надо идти дальше, надо познавать новые какие-то сферы, попробовать себя, например, в сфере менеджера или там тренера. В принципе, мой это опыт позволяет мне это сделать. Плюс пацанам нужен такой человек, как команде Na'Vi, потому что иногда действительно не хватает грамотного человека, который стоит за спиной, и это считаю, что практически шестой игрок. Пока мне нравится. Ну, сегодня, правда, первый день, завтра может понравиться. Ты в своем новогоднем видеоблоге говорил о том, что команда не очень довольна твоими результатами. Как думаешь, вот это было еще перед ESL One Катовице, думал ли ты уже вот во время турнира в Польше, что тебе нужно быть тренером, аналитиком, менеджером, или это решение уже далось конкретно после Польши? У меня было такое, скажем так, давление со стороны команды, и я у себя помогал, что что-то у меня не получается. Но я для себя решил на то время, что ничего страшного, если не получается, но что теперь поделать. У меня впереди был чемпионат Катовице, после которого мы сели за круглый стол и решили, что пора уходить с команды и заниматься менеджерством. Насколько сильно вот этот моральный настрой перед самим турниром в Польше повлиял на результат? Или ты конкретно забыл о том, что у тебя была там полоса неудачи, ты концентрировался только на результате? Ведь, по большому счету, именно результат в Катовице стал определяющим. У меня после Катовицы у меня было свое видение по поводу этого, что мы проиграли, по сути, на турнире две карты. Это два кобла мы проиграли, действительно, которые, скажем так, в хлам проиграли. У меня был вывод такой, что если бы были бы другие карты, например, там Dust, Inferno или Mirage, мы могли спокойно этих команд выигрывать. Но так получилось, что кобл у нас был не совсем на уровне. Даже тот же кэш мы могли выигрывать. То есть у нас были действительно шансы. Но команде пришли к тому, что нужны какие-то перемены, свежая кровь. И на данный момент мы видим, что в Флейме действительно очень хорошо. Вписывается коллектив, он молодой, свежая кровь. И на данный момент мы им довольны. Об игроках и командах и картах мы еще поговорим. У меня вопрос о мотивации. Насколько сложно было находить в себе силы, 10 лет ты играешь в Counter-Strike или больше даже, насколько сложно находить силы каждый раз собраться на новый турнир, что нужно делать для того, чтобы постоянно хотеть выигрывать? Ты имеешь в виду как игрок? Да. Во-первых, ты должен любить саму игру. Ты должен получать кайф от самой игры, когда ты играешь, когда ты выигрываешь. Этот кайф может быть бесконечный. У тебя за 10 лет, у тебя же наверняка были такие перепады, когда-то эта мотивация больше, когда-то меньше. Как в конце, скажем, предыдущего года, в начале этого, как у тебя было с мотивацией? У меня никогда не было проблем с мотивацией. Ты всегда хотел выигрывать? А почему нет, если я получаю от этого кайф? Если ты играешь ради денег, тебе будут только деньги мотивировать, а не победа. Я просто объясню, что за вопрос. Если у тебя есть всегда стабильная ситуация, стабильный доход, зарплата, ты знаешь, что ты 3 раза в год едешь на турнир, на мейджор, на Na'Vi, былая слава, то ты волей-неволей расслабляешься. А я говорю, о желании, о огне в глазах, который помогает выигрывать. Ощущал ли, что у тебя до сих пор он есть? Подожди, ты ради чего играешь? Вообще, ты каждую игру себе может задать такой вопрос. Ради чего он играет? Ради денег или ради победы? Ради выигрыша, ради трофея, я не знаю.
Каждый по-своему отвечает на свой момент. Кто-то считает, что он на данный момент находится в зоне комфорта, у него все устраивает, он себе играет в команде и знает, что он как бы незаменим и может позволить себе то, например, что в некоторых других командах люди себе этого не позволяют. Вот и все. Если ты действительно хочешь играть, то у тебя будет мотивация всегда. Ну, вот если говорить о других игроках в Нави, как думаешь, вот из тех, все уже находятся достаточно долго на профессиональной сцене, возможно, Сейзет меньше, там, Гвардиан, у кого из них мотивация, скажем, выше, а у кого ниже? Ну, вот твое субъективное мнение как тренера уже. Серьезный вопрос. Ну, я, скажем так, уйду от ответа, потому что я тренер... Ну, я не могу сейчас, Давать анализ, я понимаю. Ну, пока, знаешь... Но есть люди, у которых мотивация, скажем, высокая очень, а у кого-то, у кого она не... Ну, скажем так, если мы сравниваем стариков и молодых, тут ответ сам за себя, можно сказать. Допустим, если тут Джованни и Даня, они уже тоже по 10 лет играют в КС, да, у них уже огромная борода, а на бороде уже куча трофеев, то у тех же молодых пацанов типа Гвардиана, Флейми и Дениса Систа, у них еще ни одного трофея, там большого турнира они не выигрывали, они не знают, что это такое, и хотят его ощутить первый раз. Хорошо, а если сравнить твой ответ с результатами команд НИП, Virtus.pro, там же тоже игроки, у которых куча опыта за спиной. Откуда эти игроки берут мотивацию? Ну, давай начнем с самого начала. Как только сформировался состав НИП в CSGO, там было 2 новых игрока изначально. Ну, в принципе, да, логично. Но Virtus.pro? Virtus.pro сколько новых игроков? 2. Но плюс старый пришел Кубан как тренер. И, пришел. Хорошо. Нет, хорошо, ты очень классно ответил. Вопрос у меня вот о Нави, о картах. Всегда перед каждым турниром, вот лично у меня субъективное ощущение, что Нави какую-то карту всегда не готовят. Стабильно. Правда ли это? Это наш козырь. Козырь, который вылезает вам боком. Почему? Какой? Ну, кроме Кобла у нас все нормально. Каким боком? Тем, что вот 6-7 и не выше. Братан, не хватает нам времени. Хорошо. Из этого простекает мой следующий вопрос. Будешь ли ты с этим как-то бороться? И как будет вообще происходить, грубо говоря, другая жизнь команды под твоим руководством? Мы должны это, как бы так сказать, более то ли написать на бумаге, то ли утвердить там мне конкретно здание и все остальное, потому что до этого момента он всегда тренировал команду, как тренировал там. Скажем так, глобальными вещами в плане тактик, передвижений и всем остальным занимался он. Сейчас я как бы пытаюсь у него эту часть, скажем так, отжать, но он пока не дает. Он опять, пытается все делать по-своему, но ко мне он прислушивается, мы пытаемся сейчас найти какой-то общий контакт и взаимопонимание. По поводу вообще карт, у нас в Флейме уже, по-моему, 1,5 или 2 недели официально. Из этого мы приехали на буткемп 22 или 23 числа, и 23 числа у нас началось отборочно на ПГЛ, это в Бухарест, в Румынию. Из нашего буткемпа у нас был только один день тренировочный. Всех остальные дни с 18 сет до 21 мы играли отборочно на ПГЛ и куча официальных матчей. Скажем так, как у вас новый игрок, вы не можете с таким графиком подготовить все карты. Мы приходили, скажем так, в 3 часа по киевскому времени, это 14 сет, собирались на базе и пытались максимально большой объем работы провести. Опять же, получается, допустим, не 7 карт, а 6. Из 6 карт с таким графиком очень тяжело подготовиться на хороший уровень с новым игроком. Сейчас мы пока обыграли ТСМ. Мы играли Overpass, Dust 2 и Inferno. И дальше мы хотим пойти в All-In с командой Envy. Мы сейчас играем и хотим играть Нюк. Интервью выйдет уже после этой игры, скорее всего, не успеем залить.
Откуда такое решение? Ну, как я вот сказал немножко раньше, у нас совсем нету, ну, скажем так, карта кэш у нас не получается сейчас играть этим составом, то есть новым мы не успели должным образом подготовить эту карту. И мы решили пойти в такую как бы all-in. Мы знаем, что команда Envy по возможности вычеркивает нюк, саму карту. Но они ее играют, но так, скажем так, из их маппула сильных карт мы считаем, что эта карта хуже всего, они играют ее хуже всех. Ну и учитывая то, мы хотели, у нас был выбор, либо мы играем кэш, либо нюк. Ну, мы так планируем. Мы выбрали, что лучше играть нюк вместо кэша. О предстоящих и прошедших играх я еще задам вопрос. Есть вопрос о картах. У меня складывалось впечатление, что сейчас играют кэш, оверпас, грубо говоря, карты, которые в CS 1.6 никогда не игрались. И поэтому сейчас доминируют команды новые, по сути. Французы фактически в CS 1.6 тоже не блистали. Что если сейчас поменяется маппул? Как думаешь, изменится расстановка наверху топа? Будет ли, скажем, у вас больше шансов, если появится Трейн, если появится Тускан? Как ты думаешь, влияет ли действующий маппул на, грубо говоря, расстановку сил в топе? Или все-таки решает подход именно самой команды? Ну, если мы говорим про 1.6, то я могу сказать, что CSGO больше похож на Source. И карты там больше похожи на Source. То есть, если CSGO мы берем, то карты больше похожи на Source карты. И ящики, и вся игра, и все остальное. Так что все карты практически пошли с Source. И ты говоришь, всякие там французы, все остальные, то большинство из них не играли в 1.6, как ты сказал, да, играли в Source. То есть им проще было адаптироваться к этой игре. Но периодически Valve делает анализ этих карт, делает она совершенно их интересно, она смотрит матчмейкинг, пул матчмейкинга и ту карту, которую меньше всего играют, она просто забирает и все. Вот мы играли Трейн, играли, и потом бах, все, Трейна нет. А это наша игровая карта была, то есть, которую мы считали, что мы как бы сильны на ней. И команда Na'Vi теперь должна вместо Трейна тренировать другую карту, например, тот же кэш, который мы вообще его не играли. То есть проходит определенный период времени, появляются новые карты. Некоторые команды решают, например, сразу ее играть, а некоторые, боятся, зачем ее играть, давай будем играть, допустим, не кэш, а нюк продолжать. Как Na'Vi, только не нюк. Да. И мы на то время решили, мы не играем нюк и мы не играем кэш. Теперь маппул меняется, добавляется кобл, выбирается трейн, и нам теперь по-любому надо играть либо нюк, либо кэш. А мы то время, когда все учились на этой карте играть и ее, скажем так, со временем учились на ней, мы ее просто вычеркивали. А сейчас нас поставили в тупик, что мы должны играть. Мы сейчас, благо, надеемся, что появится трейн. Уже появился трейн, убрали нюк. И у нас уже вето-карта уходит в плюс нам. То есть мы теперь можем черкать или кэш, или кобл, к примеру, и играть тот же трейн. Правильно я понимаю, что физически подготовить все карты ни у кого нет возможности? Или все-таки это реально? Это реально. Все карты подготовить, но, например, когда ты знаешь, что ты одну карту 100% не играешь, ты не паришься, ты просто, как Na'Vi вычеркиваешь нюк, а все остальные карты готовы. Некоторые команды подготавливают все карты и подбирают, какую карту им лучше играть под противника, то есть отталкиваются от противника сильной карты. Например, против нас новая команда вычеркивает Мираж. То есть вычеркнули Мираж, не знаем, что мы вычеркиваем нюк, и уже как-то с нами комбинируют. Например, с другой командой мы уже другого вычеркиваем. Как-то так. Хорошо. Вот ты заговорил о разработчиках, которые поддерживают, меняют маппул. Ты у себя на стене ВКонтакте как-то писал, что имеешь непосредственную связь и, соответственно, даешь свой фидбэк. Много ли из того, что ты говорил, что ты советовал разработчикам, они как бы пофиксили? Там, может быть, тот же тег. По поводу пистолетов я им не писал, но надо написать, что-то я думаю, что кроме меня, то кто-то уже по-любому написал. Ну, я писал, скажем так, больше про баговые вещи, например, что там флешка не слепит, когда взрывается в воде, или молотов тушится под смоком, если там
сверху лежит смог, допустим, на Мираже на карнизе лежит смог, снизу взрывается молотов, молотов не горит. Вот они меня, это баги игры, соответственно, они это тушили. Писал по поводу смоков, что там были разные баги, они тоже это фиксили. Но в основном только так. А баланс игры, я вообще им крутую тему предлагал. Говорю, давайте сделайте, знаете что? Говорит, что? Говорит, во-первых, сделайте сплит мани, например, ты делаешь ассист, кто-то его убивает. Деньги делятся пополам между тот, кто ассист, и тот, кто убил. Потому что поменяется экономика, потому что когда вы кидаете 2 гранаты одновременно на ходе, вы, например, убиваете 5, но один чувак забирает все деньги, соответственно, а второй, который нанес тоже гранатами урон, ничего не получает. А так бы они бы делились бы на двоих. Плюс делают такую тему, как First Blood, например, в КСе, да, на байраундах, тоже было прикольно, например, там давали бы не плюс 300, а плюс там 600. Увеличили бы, например, прайс money, ну, за хаешки или тут за молотов, потому что действительно с этих, ну, с хаи или там молотов тяжело кого-то убить в раунде. То есть это был бы какая-то буст, например, был бы небольшой. Ну и куча таких всяких тем, которые я сейчас уже не помню. Ну, вот ты предложил, и пока оно никак не реализовано, правильно понимаю? Или они все-таки прислушиваются, может быть, это будет реализовано, и ты сейчас поделишься секретом? Нет, у меня никаких секрет нету. Они, ребята, у них штат довольно небольшой, насколько мне, по-моему, говорили, 20 или 25 человек, может уже больше. И они не успевают все делать. У них самое главное это сундуки и скины сейчас на данный момент. Ну, я думаю, еще как бы развитие турниров и киберспорта в целом. Конечно, они просто физически не успевают. Например, я им, опять же, вспомнил только что по поводу декоя, что сейчас, если кидаешь декою, то все понимают, что декой, потому что там стандартные звуки идут там. А $50 получается, ну, граната вообще, смысла от него никакой нет. Хорошо, давай вернемся немножко к вашим играм, к вашему составу. В Флейме ты говорил, что неплохо влился в коллектив. Расскажи чуть подробнее о том, как вы пришли к тому, чтобы пригласить именно его. Чья была идея? Звезда? Я не знаю, чья была идея, просто этот человек так ворвался. То есть, грубо говоря, решение уже было после того, как тебя сместили на позицию тренера, правильно? Нет. Или ты принимал участие еще? Конечно, ну я как бы сам и советовал пацанам. Ну, так сказать, что у нас самая главная была задача взять человека молодого, ну, скажем так, ему сейчас 17 лет, и перспективный рост у него очень огромен. То есть потенциал, рост, желание, все. Это молодой человек, у которого уже есть какой-то показатель в игре. То есть мы его заметили, поняли, что лучше взять, конечно, его, и тот же Денис, ему там 20 лет, ему Гвардину там тоже немного. То есть у каждого, чтобы был там буст в 2-3 года, чтобы он мог еще выступать за команду Нави и прогрессировать, показывать результат. Ну, опять-таки, возвращаясь к вопросу о стремлении, мотивации, по сути, у новых игроков шансов завоевать места у хороших новых игроков завоевать места в топовых командах есть, да? Конечно, есть. И, в принципе, за этим, грубо говоря, и будущее таких, ну, успешности таких команд. Согласен или? Конечно. Почему нет? Допустим, открою маленький секрет, организация Нави планирует открывать все-таки Нави Kids, можно так сказать. Или Junior. Или Junior, и выращивать просто уже впереди молодых пацанов, которые будем ребятам помогать реализовываться, играть в Counter-Strike и так далее. То есть почему нет? Если сейчас уровень игры, ну вообще уровень понимания и prize money, ну и все остальное увеличивается, можем сказать, что в следующем году или в этом году можем ждать 1 миллион. То есть, ну, типа international, да? Ну, что-то international, может, что-то и больше. Хорошо. Ну, про Нави Junior разговоры ходили давным-давно. Если ты сейчас говоришь уже об этом с позиции тренера игрока, значит, уже как-то к этому все приближается. Ну, проистекающий вопрос из твоего ответа. Зевс Киберскул. Вот как ты относишься к деятельности Зевса? Ну, это личный мой вопрос. Считаешь ли ты, что она мешает ему или помогает быть профессиональным игроком и капитаном? Ну, откровенно сказать, что я думаю, что это ему мешает. Ну, мешает больше команде, наверное. И если это мешает ему, значит, это мешает и команде, потому что он часть команды. И не просто часть команды, а один, ну, капитан команды, человек, который координирует команду и все. То есть это сказывается на всей команде. И мое мнение, если ты занимаешься как бы одним делом, и ты считаешь, что ты в нем профессионал,
ты должен все свое свободное время, ну, скажем так, в пределах, ну, конечно, разумного, тратить на свое любимое дело, когда когда ты хочешь добиться какого-то результата. Потому что сейчас, как мы все знаем, конкуренция просто огромная. И чтобы действительно стать лучше, ты должен, ну, чем-то жертвовать тоже. Вопрос такой. Давным-давно никто не думал, что CSGO вырастет вот в такие масштабы. Я думаю, что сейчас все те, кто говорили о том, что CSGO, извините меня, нехорошее слово, а CS 1.6 будет жить вечно, сейчас уже поменяли свое мнение. Ожидал ли ты, что CSGO сейчас вырастет до таких масштабов, что вот финал в Катовице будет смотреть 1 миллион в GoTV и 500 или там 550 тысяч на стриме? Ну, я считаю, что любая игра может вырасти до таких высот, если вы действительно будете заниматься игрой. Все знают, что CS 1.6 был с 99 года, и там 98-го, да, и прожила там очень много времени, там сколько, 12 лет, да, и этой игрой никто практически не занимался. То есть как занимаются сейчас ребята с Valve на CSGO. То есть никакие, там были мелкие там багфиксы в 1.6, там, ну все, а все остальное, чтобы развиваться как профессиональный киберспорт, у них как бы такой цели нет. Надо, чтобы кто-то помогал развивать саму игру, а не просто турниры там брали. Ну вот мы сделали турниры Extreme Masters по 1.6, все, Это турниры, это развитие. А это как бы сама организация Valve делает суппорт турниров, пытается игру улучшить и пытается этого, конечно, и иметь деньги там, с помощью всяких скинов, кейсов и так далее. То есть почему нет? Людям это нравится. Ну, возвращаясь к вопросу, ожидал ли ты, что действительно CSGO вырастет в такие масштабы? Честно. Я надеялся, что так будет, но до конца как бы не верил в это. Но я надеялся, что действительно, то есть моя игра, в которую я играю, действительно будет такого же уровня, и такие же будут бешеные деньги в этой, допустим, как же и в Dota, потому что когда, помню те времена, когда мы еще были там в 2007-2008 году или там в 2010, мы на дотеров смотрели как бы, со стороны так, с опаской, потому что, не понимали, во что они, конкретно играют. Не, прикольная игра, все, но потом, когда робанул тут International, мы все поняли, что, мы не в ту игру, пацаны, играем. Так все-таки деньги решают очень сильно, да? Ну а как же без денег, чтобы не решали? Вот тебе разве деньги не решают, братан? Деньги, знаешь, необходимы для существования, но ты не можешь мы быть... говорим сейчас о стремлении к победе. Ты не можешь быть профессионалом, полностью профессионалом в эту игру, отдаваться и взамен не получая никаких денег, ничего. Ты, например, у тебя будет... Так, я вот утром просыпаюсь, иду на работу, вечером прихожу уставший, но я не буду в КС играть, потому что я буду уставший, а она будет спать. Надо же как-то за что-то жить и все остальное. И не, есть хорошо, если у тебя богатые родители, тебе говорят, сын, ты не парься, делай, что хочешь. У каждого она своя, у кого-то вот денежная... Денежная – это дополнительная мотивация. Основная мотивация – у тебя выиграть кубок, стать лучшим игроком лучшей команды, добиться каких-то результатов, там, повесить себе в рамку, там, одеть свою золотую медаль, подержать кубок, выйти на стенд с первым местом, там, смотреть слева, там стоит гитара, справа там Шокси стоит, понимаешь, там, как-то так. Ты... Да, я понимаю. Хорошо. Чем это не мотивация? И плюс дополнительно, конечно, тебя поощряют, говорят, молодец, ты выиграл $1 миллион. Спасибо, да. Рано жмешь, еще не выиграл. Типа того. Хорошо, возвращаясь к сегодняшней игре против ТСМ, я знаю, что вы очень плотно к ним подготовились, вам помогал человек со стороны. Давай пока не раскрывать подробности, но в целом скажи, анализировали их игру и удалось ли реализовать все, что вы планировали против них, или все-таки это была такая напряженно-спонтанная победа? Мы с ними играли перед этим на ПГЛ, на турнир, о котором мы уже говорили в БХС, мы им проиграли 0-2 по интернету. Мы проиграли им Dust и проиграли Inferno. В этот раз мы боролись на Inferno, выиграли Dust, и на третьей карте мы, скажем так, дотащили. Я проводил, мне помогал один человек, Энди, проводить анализ соперника, там выписывал, какие они делают раунды, что они любят делать и все остальное. То есть это все я
потом переписываю в тетрадку, ну и пацанам говорю, пацаны, они любят делать вот это, вот это, вот это. То есть, ну, мы конкретно так глубоко не подстраиваемся под противника, потому что нет смысла. Если ты полностью будешь подстраиваться под противника, ты не сможешь показать свою игру, ты просто будешь играть стратегиями. А мы так подходим, что мы просто должны это ожидать. Ну, вы его изучили фактически. Ну, кажется, изучили. Ну, мы не изучили, я просто говорю, пацаны, они любят делать вот это, вот это, вот это и вот это, все. Хорошо. Как много из того, что они любят, у них получалось, и вы понимали, что они там будут делать это, или как много вам удалось реализовать из того, что вы запланировали? Мы выиграли. Значит, удалось. Значит, удалось, да. Хорошо. Тогда другой вопрос. Вы отдавали просто нереальное количество эко-раундов. С чем это связано? Это вот такой бич Нави, что берут пистолетки, потом отдают, потом снова берут, потом снова отдают. Братан, это стабильность. Мы играем Это стабильно. негативная стабильность. Скажи мне, как тренер, когда это будет пофикшено? Когда исправят пистолеты в CSGO. Ну почему другие команды вот не так часто Да, дают? ты посмотри, братан. Форс-бай, там процент, что противник возьмет форс-бай, достаточно многим, тем более за атаку. Ну, скажу тебе так, что, допустим, взять P250, 5.7, TEC, это пистолеты, которые... Равносильные оружия. И взять кольт. То есть любой из этих трех пистолетов с одной пулей вплотную убивает кольт, игрока с армором. А кольт, допустим, вплотную не убивает с одного выстрела в голову. То есть если у нас стычка в ближнем расстоянии, то пистолет выигрывает. У кольта. Ну, где вот баланс в игре, если текст стоит 500, а кольт стоит 300? Странно, да? Странно, но тоже странно, что Нави подозрительно много отдают таких раундов. Хорошо. Вам Фишка у нас такая. Чтобы вот игра казалась, Нави хороши, но не до конца. Чтобы люди за нас болели и переживали вместе с нами. Да, но вы должны как Ну бы... все равно, понятно, Олежка, понятно, что мы должны работать, не отдавать ни одного раунда, всех выигрывать 16-0, чтобы все были спокойны и счастливы, понятно, но будем стараться. Хорошо, вам предстоит игра против NVIAS, достаточно грозный соперник, наверное, топ-2 сейчас. Как думаешь, как сложится матч? Ты уже говорил, что вы планируете играть с ними нюк, но в целом 2-0, 1-0, ой, не 1-0, 2-0, 2-1, 1-2. Тяжело сказать. Почему тяжело? Ты тренер, вы должны... Во-первых, тяжело сказать, потому что мы с ними ни разу не играли. Это много зависит от карт. Мы планируем играть нюк, это получается рандом. Если они действительно пойдут на это, это 50 на 50. Выиграем или проиграем, там много будет чего зависеть, как ты сыграешь за дефенс. То есть вы, наверное, все знают, что за дефенс можно выиграть сторону 15-0. То есть это не тяжело, скажем так. Вот. Скорее всего, мы будем играть Инферно. Инферно мы готовы с ними побороться. Потом Нюка, а дальше третью я не знаю. Может быть, Даст. Третья будет карта. А может и не будет. Я не знаю, честно говоря. Я еще не думал по этому поводу. Хорошо. Еще буквально два вопроса. Вот вспомнил тоже ретроспективой. В команде не может быть два капитана. Если сейчас Зевс все еще, лидеров, я бы так сказал. Зевс сейчас командует в игре, а ты будешь пытаться пролоббировать свое видение. Как думаешь, будет ли какой-то конфликт? Конфликт в том, подожди, что тебя не будут слушать, либо это произойдет каким-то очередным изменением. Смотри, как оно получается. Любой человек, по сути, учится на своих ошибках. То есть, если я, например, Даня, давай займем главку, пойдем на Б, а он делает по-другому, и он проигрывает раунд. Потом показать ему? Потом он может сам это. Я ничего не буду доказывать, ничего не буду показывать, но просто он должен к этому сам прийти. Я за спиной стою, мне пока действительно тяжело это все делать, потому что для меня это, скажем так, впервой. Я могу за спиной смотреть, указывать ребятам, где у них дырка. Пока еще не можешь. Говорю это ребятам, что я сейчас могу сделать. Я говорю ребятам дырка, где может пройти враг, за кого-то сказать какую-то информацию и посоветовать раунд. Или сказать, что мы должны ожидать в этом раунде.
например, мы перед игрой собираемся, я говорю, пацаны, они могут сделать там этот фаст, там это. В момент игры я напоминаю просто это. Говорю, предлагаю, скажем так, что мы должны сделать, чтобы взять раунд. Даня меня послушал, сделал вывод и принял какое-то решение. То, что я сказал, и то, что я не сказал. То есть это от него уже зависит. Ну, как я понимаю, вы потом это все будете анализировать, насколько верен твой вижен, насколько его, а потом какие-то решения будут. Для нас это все впервые, я не знаю, как это мы будем, что с этим делать, но, скорее всего, так и будет. Хорошо, а ты сейчас уже смотришь на игру команды, грубо говоря, со стороны. Много ошибок видно, вот, грубо говоря, если так абстрагироваться, сколько команда делала ошибок с твоим участием, когда ты играл, и сколько сейчас? Как много ошибок выглядит со стороны? Ну, со стороны всегда ты видишь полную картину, и тебе легче осознать, и понять, где кто ошибается, где кто не сказал инфу, где кто как с кем общается в коммуникации и все. Но сейчас у нас, скажем так, проблема в команде в коммуникации друг с другом. То есть иногда игроки часто остаются, например, 3 против 3 и смотрят одну точку, например. Там контролят, а на самом деле должны смотреть 3 разных точки. То есть, такое это минимальная проблема, а так иногда каждый игрок может в какой-то момент потеряться и не понимать, как ему конкретно правильно сыграть. То есть это нормально. Но я должен тоже это помогать, ориентировать его. Например, там Ваня смотри то, там Даня смотри это, там все помогать пацанам. Вот. А если они привыкнут, как быть тогда на турнирах, на которых шестому игроку не положено быть в скайпе? Мы на таких не будем участвовать. По пути наименьшего сопротивления идете, да? Ну смотри, у нас Faceit, PGL и CS, и GoCL у нас. 3 сейчас онлайн-турнира. Ну и мейджоры все. Да, и в этих, допустим, даже если смотреть с онлайн-турнирами, то я со всеми админами пишу, можно ли я, чтобы был в коучах. Они говорят, нет, нельзя. Я говорю, а почему? У нас мы, я говорю, на всех мейджорах это можно, почему здесь нельзя? Хорошо, мы это обговорим. И сейчас на всех турнирах можно, чтобы участвовал коуч. Хорошо, но насколько вообще это правильно? Считаешь ли ты, что вот команда это сейчас 6 человек или 5 все-таки? Команда 5 человек. Если мы смотрим глобально, что это действительно профессиональный спорт, скажем так, да, то все должно быть профессионально. То есть, может быть, там даже запасные скоро появятся, может быть, будет тренер уже есть, да, начало идет эра. У поляков тренер Кубен, да, я тренер. В каких-то еще командах может быть тренер, я не знаю. То есть тут же... Да. То есть постепенно к этому все идет, и кто знает, что может быть завтра. Может завтра будут анонсы замены игроков, например. Так, мы играем эту команду, этот состав садится. То есть мы играем, да, этот состав садится, как в хоккее, да, по пятерке. Фантазировать давай не будем в эту область. Пару вопросов буквально. Каких? Пару. Хорошо. Вопросов о твоем прошлом. Можешь вспомнить сейчас вот из игрового прошлого, какой момент тебе запомнился больше всего? То есть ты считаешь это... Первый чемпионат мира. В Ганновере, правильно? Нет, на ЕСВЗ в 2004 году. Это первый турнир, который вы тогда выиграли, правильно понимаю? В 2004 году первый раз попал на чемпионат мира. Ага. Это вот самый запоминающий момент в твоей карьере? Братан, первый раз, когда ты попадаешь в эту атмосферу про геймеров, ты понимаешь, что это чемпионат мира, и тут ты все у тебя, 16 лет мне было тогда. На год старше, чем на год младше, чем Флейме сейчас. Я представляю, сколько это, кошмар, конечно. Но вот иногда, знаешь, жалеешь, что мне сейчас, допустим, мне 17 лет, и киберспорт уже вырос до такого, и думаешь, надо было родиться на 10 лет позже. На самом деле это тоже хорошо, что есть такие люди, точнее работники и организация в целом, как Navi Gaming, которые это будет помогать все это и продвигать. И я думаю, вскоре мы уже увидим миллионы людей, которые хотят и поддерживать киберспорт и будут собирать действительно огромные стадионы. Как на самом деле мы видели в Катовице, уже смотрело 1 миллион человек. Ты затронул тему возраста. Соответственный вопрос. Есть ли жизнь профессионального игрока, имеется в виду активная киберспортивная карьера после 30 или вот в районе этого? Или все-таки основной киберспортивный возраст это вот... Скажи мне одного профессионального игрока, которому 30.
Я не знаю, ну на вид это таз. По-моему, еще никто не дожил, братан, до 30. Ну так. Спасибо тебе большое за интервью. Я поздравляю тебя с первой победой против ТСМ. Это первая победа в рамках твоего менеджерства или тренерства. Желаю тебе успехов, удачи в сегодняшней игре против НВС. Спасибо за интервью. Спасибо, Олежка, и тебе удачи.